Калифорния – это место, где гармонично сочетаются отдых на частных винодельнях и выставки ретро-автомобилей. Стремительный прогресс Кремниевой долины и оживленные улицы Сан-Франциско, где живут хиппи. Да, это явно хиппи, но они, наверное, уже немножко устали отдыхать. Ну, жизнь настоящего хиппи тяжелая. И ездят в такси без водителя. Она поедет сейчас или нет? Она поехала без... Смотреть на машину, которая едет без водителя. А кофе готовит робот-бариста. Ну ничего, я думаю, еще лет 5. И все будет еще. Здесь действительно есть все. От технологий будущего до винного туризма, ставшего настоящим искусством. Но сегодня я хочу отвлечь вас от всего этого и пригласить в мир дикой, захватывающей природы. Привет всем, кто выжил после вчерашней дегустации, то есть нам. Третья дегустация была явно лишней. Ну, когда еще удастся побывать в Калифорнии, попробовать шампанское из рук производителя? Сегодня у нас более спортивный день. Мы приехали в Мюррей-Вудс. Это лес секвой, очень старые деревья с таким толстым стеблем. Сейчас покажу. Вот. Поэтому сегодня мы планируем нагулять не только аппетит и желание выпить бокал вина, а еще в районе 15 километров. Morning, sir. Morning. We do not have a reservation. You could still go online, so the website's right here. It's Yeah, just take a picture. Угу. У нас, как обычно, и без приключений. Парковку нужно было бронировать. Мы этого не сделали, но здесь в 3 километрах от паркинга есть ресторан, где есть Wi-Fi. Надо зайти на сайт и забронировать парковочное место. Так, интернета здесь нет. Вот мы едем к этому ресторану, надеемся, что сможем забронировать парковочное место, а то наш хайкинг. Красиво. Что, ресторан закрыт? Вот это прикол. Нам нужен Wi-Fi, пожалуйста. Лампочки горят. Есть вход? Для таких, как мы. Да. Поделились своим паролем. Интересно. Они не работают, еще закрыты. Это рано. Какая красивая территория. Зелено. Собрались на хайк, у нас даже воды нет. Думали, купим в ресторане, ресторан закрыт. Ну ладно, хотя бы пароль оставили, уже неплохо. Надеюсь, вода. Может быть, там у хайка холодильник стоит с продажей. Запах утреннего леса, ни с чем не перепутать. Прекрасно. Мы припарковали машину, сейчас идем покупаем воду и выдвигаемся в путь. Гулять мы будем, видимо, недолго, так как оделись мы, как выяснилось, не по погоде, немножко прохладно в лесу. Ну, посмотрим. Но очень бы хотелось нашагать, ну ладно, хотя бы где-то 10 тысяч шагов, хотя бы. Какие высокие! Сколько, ну, я не знаю, это... Национальный памятник Мюррей-Вудс – это место, где растут древние секвойи. Как человек, увлекающийся хайкингом, я просто не могла упустить возможность прогуляться среди этих величественных гигантов. Эти деревья могут достигать высоты более 85 метров и возраста до 800 лет. Кажется, они еще видели динозавров. Это шутка. А к нему можно подойти, интересно? Ай, он даже... Ну пусть не футбольная команда, но чтобы его обнять, окольцевать, наверное, человека 3 потребуется, да? Это вообще просто невозможно к нему приближаться хотя. Еще одно такое же. Я буду удивляться на каждом шагу. Секвойя. А вот это дерево.
Так, подожди, давай, я здесь, ага. Интересно. А, это 4 ствола из одного корня, что ли? Или это оно внутри уже так высохло? Корни секвойи уходят в землю всего на 2-3 метра. При этом они переплетаются с корнями других деревьев, создавая сеть поддержки. Это и есть секрет их устойчивости. Да. Нет, вы просто вдумайтесь. Дерево, возраст которого датируется 909 годом. Да оно пережило множество событий, как минимум путешествие Колумба. Да уж, чувствуешь себя песчинкой в этом лесу. Крошечной песчинкой. Мне даже А секвойя? странно вдуматься в это. Секвойя – это живая летопись, где каждый слой – новая глава истории. Невольно задумываешься об быстротечности нашего времени и величии природы. Мне нравятся вот такие вот композиции. Видишь, они как будто бы растут из одного ствола, но нет, да? У них там у каждого свой корень, но они так, знаешь, группой. Красивая бутылка. Да, это тоже мне понравилось. Мгм. Маркетинг. Да? Чтобы не выкидывали пластик. Ну да, чтобы забрали с собой, и, по идее, 5 можно баксов стоит. Обычная вода. как святая почти. Посмотри ствол. Кристиан говорит, здесь есть клещи, поэтому надо быть осторожнее. Какие они высокие. Навскидку я сейчас скажу, сколько оно в высоту. Хорошо, будем сравнивать примерно с 20-этажным зданием. Пролет 3 метра. 3, где-то 60 метров, да? Дерево высотой 60 метров. Ой, у меня аж голова закружилась. Спилили. Наверное, видимо, оно уже было опасное. Старое дерево. Какая тишина здесь. Как обычно, стараемся уйти чуть глубже, подальше от людей. Не знаю, получится ли это здесь сделать. Ну, красота. Ступеньки. Все продумано для туристов. Такой же сухой ствол, да? Ну, в принципе, он и должен быть такой, да? У него такая природа какая-то. Как будто бы он весь состоит из коры. Представьте, что самые старые секвойи, как эти, пережили не только множество исторических событий, но и сотни пожаров. Их кора настолько плотная, что огонь часто оставляет лишь шрамы, не причиняя серьезного вреда. Это молодое. Если считать их года по толщине ствола. О, вот какая прикольная камера. Забираем. Шутница. Там впереди девушка идет. Она так интересно одета для леса. Соломенная шляпа, какая-то легкая ситцевая юбка, белая кофточка. И она так смотрится гармонично в этом лесу. Я все пытаюсь ее снять. Мне кажется, это смотрится странно. Какая-то левая женщина ходит с тобой с камерой. Это мы сейчас поднялись, а теперь спускаемся, да? А мы можем туда спуститься, нет? Просто, мне кажется, там так красиво. Ну, люди же спускаются-то. Что, они прям вот так вот по тропе идут? Медведь является символом штата Калифорния. Но самый интересный момент, что последний раз в лесу в Калифорнии медведя видели лет 30 назад.
Я хочу верить, что так оно и будет. Потому что мы ушли. Вот честно, вообще непонятно куда. Как, если что, отсюда выбираться? И так-то, в принципе, все понятно. Есть тропа. Но если бежать от медведя, страшное дело. Куда бежать, непонятно. Если быть точнее, дикий гризли является символом Калифорнии. Он же изображен на флаге штата. Но, интересный момент, последний раз гризли в этих лесах видели в 20-е годы прошлого века. Сегодня здесь можно встретить только обычного черного медведя. Как будто бы после этой информации мне стало чуточку легче. А пробежки по такой местности — это дополнительно. Это не то, что кардио. Высокоинтенсивная тренировка получается. Бегать по такой холмистой местности. А как в Сан-Франциско люди бегают? Тоже, но бегают. Вот сейчас, пока мы ездили за Wi-Fi, для того, чтобы забронировать парковочное место, видели несколько человек. Люди бегают, занимаются спортом. Вообще, про всю Америку сказать не могу, но в те штаты, в которых я была, я посетила за 3 года 11 штатов. Какие-то все очень прям активные, бегающие, спортивные. Очень много людей, занимающихся спортом, физкультурой. Это, конечно, радует. Всегда можно найти парк, где заняться физкультурой и товарищи по интересам. Главное, смотреть себе четко под ноги. Смотри в кадр. Держать баланс. Прошли 3 километра без 70 метров. Уже идем в сторону нашей машины к паркингу. Получается, что общий маршрут у нас выйдет это 4,5 километра. Посмотрите по шагам, сколько это. Больше, к сожалению, не получается гулять. Дерево упало вместе с корнем. Здесь, наверное, все это отслеживают. Да, старые деревья спиливают. Наверное, не всегда получается отслеживать, но тем не менее стараются. Здесь ступеньки, маршрутные указатели. Лавочек, конечно, нет. Например, как мы на хайке ездили в Апстейт. Там были такие, прям лавочками не знаю, но тем не менее небольшие скамеечки, где можно было отдохнуть. Здесь, если хочешь отдохнуть, придется садиться на землю. Что? Нет, не дерево, а скалу. Скалу. Ага, точно, да. Такая вот подпорочка для камня. Лицо помыть? Да, в реке. Спустимся к реке?
что? Не сюда. Oh wait, we're not going that way, guys. Если за река мы можем лицо помыть. Невозможно посидеть одной. Там кто-то кашляет. Говорю, хочу посидеть, так она в тишине. Там кто-то кашляет, кто-то ругается на своего ребенка. Пойдем, пойдем, пойдем. Связи здесь вообще нет. Ух ты. Мгм. Are you feet closer? Yes. Yes. Мы это сделали. Смотри, какое дерево было, Крис. Что от него осталось? Такой кусочек ствола, заросший мхом. Зато появился мост через реку. О, вау, здесь просто какая-то инсталляция. Да? Если ты догоняешь кого-то или тебя кто-то догоняют, либо тебе дают пройти, чтобы оторваться, ну, либо сами там отстают. В общем, не создают плотность, чтобы у тебя была возможность гулять, не слыша чьи-то разговоры. С какую-то дистанцию люди стараются держать. Здесь, среди секвой, воздух кажется каким-то особенным. Исследования показали, что леса, подобные этому, не только очищают воздух, но и помогают нам расслабиться и снизить стресс. Как говорится, просто дышите глубже. Мы закрыли наш маршрут. Получился он всего 5 километров. Я думаю, что это где-то 10 тысяч шагов. Не точно, надо посмотреть, плюс-минус. Ну, лучше, чем ничего. Нагуляли аппетит однозначно. Решили здесь не есть, а отобедать в кафешке, где мы брали Wi-Fi. Очень понравилось там придомовая территория, само здание, и плюс там как будто бы готовится все на дровах. Поэтому, мне кажется, там должен быть вкусный рыбный суп. Ну уж не знаю, поэтому 5 километров, норм. Еще будет повод вернуться на более длительный хайкинг. Лес невероятный, секвоя, что-то фантастическое. Есть какая-то магия в деревьях, однозначно. Медведей не встретили. Слава богу. Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу.